Всем привет, с вами Мистер Ганс, и это канал Мистер Ганс Онлайн. Сегодня у нас 30.03, и сегодня вышло очередное обновление. Сразу перейдем к самым важным изменениям и нововведениям. Во-первых, добавлен новый трехзвездочный астромон, пасхальный кролик всех 5 элементов, а также книги для его навыков. Он станет экзотиком и будет доступен к поимке уже с 1 апреля. Начнем с огненного кролика. Он является балансером, и первый его скилл с стопроцентным шансом снимает с одной вражеской цели щит. Второй скилл снижает атаку всей команде с 70% шансом на 2 хода. Кролика огня можно собирать в танка саппорта, поставив ХП деф, либо деф ХП, с защитными сетами гемов. Но использовать его навряд ли будет актуально на аренах, только в подземельях, где необходимо снимать щиты. Атаки из него тоже не получится. Следующий кролик воды. Он является защитником, и первый его скилл совершенно новый. Это то, чего еще не было. Называется он принудительный обмен. Суть его такова, что у вас есть шанс украсть один самый последний вражеский баф и щит, и дать врагу один из ваших дебафов с шансом 90%. Этот скилл не активируется на стадии босса и не может быть использован при защите измерений, защите регионов и так далее. Игнорирует значение сопротивления эффекту противника и активируется с определенной вероятностью. Он не относится к навыку иммунитета, так как его нельзя игнорировать. Он может украсть щит сета камней бастиона и навык бессмертной воли, и даже украсть баф на контратаку урона после применения колючей насмешки. Второй скилл станет всю команду с 80% шансом на один ход. Тут все уже поинтереснее. Кролика воды можно сделать в хорошего танка, поставив деф хп, сеты хиллер, пигулист, маги, бастион или сеты гемов на защитные характеристики. Из скиллов супер вознесения подойдут самат хил, резист, фулл баф брейкер, сифон и восстановление маны всей команде при нанесении урона. Я считаю этого мона очень интересным, поскольку во время боя на арене такой мон может натворить кучу грязи. Главное вплотную заняться его показателями статов, и тогда начнется новая интересная мета. Далее кролик травы. Он является танком, и первый его скилл вешает антирезист на одну цель с стопроцентным шансом на 2 хода. Второй скилл снимает со всей своей команды все негативные эффекты с стопроцентным шансом. Я думаю, что мон будет очень хорошим как танком, так и саппортом. Такое сочетание скиллов указывает на то, что его нужно брать в команду саперов или станеров. Он будет как снимать все дебафы, так и помогать их накладывать на врагов. Гемы на деф хп, сеты гемов на хиллер, конвекшн, бастион и пигулист. Ему точно нужен скилл с супер вознесения на резист, чтобы не тратить статы гемов на него, а упираться в защиту. Подойдет для всех локаций и арен, однозначно стоит для прокачки. Следующий кролик света. Он является балансером, и первый его скилл вешает weakness на одну цель с 80% шансом на 2 хода. Второй скилл наносит урон по врагу в зависимости от его максимального количества дефа. Деф-киллер, как я их еще называю, ДК. Для него подойдут гемы на атак, крит шанс, крит дамаг. Можно добавлять также гемы на атаку, если шанс крита и крит дамага на хорошем уровне. Не думаю, что данный мон сможет долго выживать на аренах или подземельях, но время покажет. Сеты гемов Зил, Руин, Армор, Интуишн, Бастион, либо с защитными характеристиками. Из скиллов супер вознесения подойдут щит от атаки, увеличение атаки при нанесении урона и повышенный дамаг по целям с низкими показателями защиты. Не думаю, что качать его первым действительно стоит. Мод неоднозначен и требует множества экспериментов. Ну и последний кролик тьмы. Он является атакером и имеет первый скилл – принудительный обмен с шансом 80%. Второй скилл – хищник на 40%. Я вижу только один вариант развития этого астромона. Гемы на атак, крит дамаг, крит шанс. Если процент крит шанса достаточен, то вместо него еще один гем на атаку. Сеты гемов на руин, армор, лич или сифон. Скилл супер вознесения на щит от атаки. Благодаря своему первому скиллу атакер будет получать бафы и щиты от врагов, и навряд ли будет нуждаться в большой защите. Иного варианта для раскрытия полного потенциала я не вижу. Далее добавлен выборочный вызов. Это система, которая позволяет просматривать результат вызова заданное количество раз и подтверждать желаемый результат. Можно получить 9 астромонов от 3 до 4 звезд и один гарантированный вариант 5-звездочного астромона.
Призыв начинается сразу после завершения урока, и игроки, которые уже прошли урок, могут перейти к выборочному вызову в специальном магазине. Для мастеров, которые уже закончили обучение, выборочный вызов начинается сразу же при входе в специальный магазин. Доступно один раз для одной учебной записи. Пятизвездочные астромоны из выборочного призыва следующие: Зубаши, Шиноби, Гаруда, Индра, Персифона, Юрмунгант и Шавуджин. Количество призывов ограничивается 20 попытками. Если вам понравился призыв, то нажмите «Сохранить его», иначе он будет утерян. Далее с 4 апреля стартует эвент «Неуловимый вор», а наградными монами станут Шерлок всех стихий. Также очень хорошим и значимым в обновлении является добавление стратегии на боссе Апофисе в измерении защиты. Для многих это станет первым шагом в этом подземелье, поскольку было трудно подобрать пачки для нанесения достаточного урона. Также были изменены или добавлены награды для начинающих игроков в виде различных камней и пятизвездочных Артуров. Это были основные моменты, касаемые данного обновления. Ну и на этом я заканчиваю обзор обновления 30.03. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а с вами был Мистер Ганс. Всем удачи, всем пока.